В эфире. Здравствуйте, друзья! Это Анапа. И сегодня у нас в гостях у моего канала и, стало быть, у меня Сергей Ушков из Липецка, подписчик газеты «Русский вестник» и подписчик моего канала. И сегодня тема нашей беседы – что угрожает русскому человеку и коренным народам, проживающим на территории России. Ну, поздоровайся с нашими зрителями. Подписчики. Что угрожает русскому человеку и коренным народам Российской Федерации? Это первое – вымирание, обнищание, алкоголизация, наркомания, игромания, в особенности молодежи, уходит в виртуальный мир и как бы отрешенный от себя. Неправильное распределение народных ресурсов на душу населения. Одни богатеют, другие нищают и просто доходят до чертой бедности. Не хватает даже пропитаться. Что тут говорить о оплате квартплаты. Особенно те пенсионеры, которые получают 13, 14, 15 тысяч в средней полосе России. Да и в деревне. Угу. Низкие заработные платы, оболванивание населения. И все это губит русского человека и вообще российского человека, который проживает на нашей территории государства российского. Ну, здорово. Краткость сестра таланта. И теперь можно как-то, наверное, поподробнее о тебе поговорить, и о том, чем вообще ты, почему тебя именно волнуют эти проблемы. Давай так скажем, ты принадлежишь к какой-нибудь партии? Ну, партии нет, я, как говорится, по своему происхождению соборное у меня убеждение, монархическое движение, это общество «Память», Союза русского народа, но хотя официально пока я там не состою, но кое-какие идеи подаю, они продвигаются в жизнь. В том числе и через газету... Через газету «Русский вестник». «Русский вестник». Вот у нас есть как раз с собой, вернее, у Сергея есть с собой один из номеров. Правда, это номер... специальный выпуск, то есть самого логотипа «Русский вестник» нету, а вот под таким вот названием. Последний. Да, последний. 2 номера. Да, газета официально зарегистрирована в Москве, она выходит достаточно большим тиражом, распространяется по подписке на всей территории Российской Федерации, ну и я думаю, за рубежом ее тоже можно выписывать. Да, и примерно стоит за полгода где-то около 600 рублей. Угу. Ну, вот можно какой-то сейчас такой небольшой обзорчик этой газеты, вот именно этого номера, а я сейчас сразу же посмотрю. Ты пока там, сейчас, подожди, где-то она я у могу меня... заглавие прочитать. Да-да-да, а я сейчас ее, подожди, открою. Вот, у нас все как всегда. Так, она, да? Так, и мы сейчас ее с тобой откроем. Так. Вот она. Так, ну и... Вот прям читать отсюда можно. Да, ну а ты прямо какие-то тезисы зачитывай, вот о чем просто газета. Мы сейчас делаем как бы обзор этой газеты, чем она хороша. Ну вот, например, описывается Холокост славян. Увы, в международном политическом словаре этого термина так и не появилось. Цивилизованное первородство славян стало тем камнем преткновением, о который спотыкались все проповедники расового и культурного превосходства западного мира над миром славянским. Очень много погибло, как говорится, и малых народов, и евреев, и цыган, но больше всего погибло в Великой Отечественной войне это славянских народов. Сербы, белорусы, украинцы.
евреи и Израиль как-то смогли доказать свою принадлежность. Они понимают, что они нация, они как-то где-то в чем-то объединены, получают контрибуцию с Германии за Холокост. Ну а славянские народы ничего не получают, никакой контрибуции, и даже только Меркель почтила память, приехала, возложила венок неизвестному солдату и сказала, что нам стыдно, немцам, за то, что гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Так, ну, так, пробегись еще, вот какие вот лично тебе статьи приглянулись, и почему бы ты их хотел рекомендовать для прочтения нашим... Вот, например, Косовская автономия, непризнанная республика. Косовары точат ножи, в то время как сепаратистская Приштина укрепляет рубежи, Белград сдает позиции. То есть нынешнее правительство и президент Сербии то ли не дает полностью отчет тем потерям, еще, как говорится, в Косово были коронованы короли Югославии сербские, можно сказать, как наш Киевград, то ли еще как-то, то есть идут на поводу у Запада. А большинство населения Сербии этого не признает. Так же, как и в России в данный момент многие не удовлетворены итогами выборов. Примерно где-то 30% в данный момент проголосовали бы за соборность, за монархический уклад жизни, за монархию в стране. Ну, не знаем мы на данном этапе, как это может выйти и как это будет выглядеть в короткое время. То ли конституционное, то ли абсолютное. Но факт то, что нет в данный момент такой сплоченности монархических движений воедино, чтобы пробаллотировались в Госдуму и какие-то приняли грамотные законы. Реституция. Потом вписать в Конституцию надо обязательно русский народ и коренные народы РФ, государствообразующие народы. И выплачивать многодетным семьям только коренным народам. Например, республики своим бы многодетным могли бы выплачивать. Ну, там, если какие-то дотационные с федерального фонда. Биробиджан мог бы евреям выплачивать, они бы не обиделись. Экономические зоны там создать хорошие. Ну, какие в Москве живут, как говорится, там на усмотрение властей. Ну, взять, к примеру, цыганев. Они нигде практически не работают. Одна спекуляция, торговля. Есть такие криминальные структуры, что и наркотики это форцуют закладками. Не приведи Господи, конечно. Крышует их кто-то. Но они за многодетность получают. А зачем это нам нужно? Пусть бы им бы Индия выплачивала. Или еще кто-то. Пусть они какую-то автономию создают культурную, фонды какие-то определенные. Как, например, у армянской диаспоры. У них есть культурно-армянский центр, у них там десятина. Они друг другу помогают, подталкивают, баллотируются, продвигаются. Ну, примерно вот так. И вот я еще хотел сказать. Так, какая страница? Страница «Холокост имени революции. Творцы красного террора». Это Бронштейн, это Ленин. Страница 10. Страница 10. Сейчас мы ее найдем. Ну, говори пока. Почему Бронштейн, а не Троцкий? Есть такая версия, что этот Бронштейн, работал на английскую разведку. Ленин, Владимир Ульянов, работал на немецкую разведку. Воспользовались моментом войной с Германией. Ну и западные службы и тайное общество завернули, чтобы у нас, как говорится,
поработить, сделать западным придатком сырья нашу территорию и довести до минимума народонаселения. Это одно. Второе. У мертвого русского белого офицера он взял удостоверение личности и вписал свою фамилию, изменил, приклеил фотокарточку. И пошло Троцкий. Потом в прекрасный момент по центральному телевидению показали настоящих Троцких. Мы, говорит, из дворян, живем в Австрии. Мгм. Ну, говорит, к Бронштейну мы никакого отношения не имеем. И почему вот говорят, что троцкисты? Уже говорили конкретно бронштейновцы, агенты Ми-6 или Ми-16. Мгм. Уж называли бы конкретным языком. Тут нет никакого подвоха. Мы, как говорится, не антисемиты, не нацисты какие-то. Но русскому народу пора понять, что они живут на своей земле, и они коренной народ и государство образующий. А все другие малые народы вокруг него должны объединяться. Не будет русского народа, не будет этого моста, и вообще, наверное, не будет ничего. Все перемешается. Ну, Господь поругаем, не бываем. Есть пророчество, что, как говорится, паразитирующим элементам осталось примерно 2 года. Мгм. И Россия воспрянет в своих началах. Сергей, а вот насколько вот эта газета авторитетна? Вот не мог бы ты назвать кого-то из редакторского состава? Кто редактор? Главный редактор был Синин, но он сейчас представился. Царствие небесное. Сейчас Олег Платонов. Мгм. Но почему-то его судят по 282 статье за перепечатку протоколов сионских мудрецов. А он даже и не знал, что это... Когда перепечатывалось это, тираж-то большой, надо было распространить как-то. Что законом запрещено такую литературу распространять. Ну и, как говорится, или сионские мудрецы, или там какая-то определенная верхушка не взлюбила это. И тягает его по судам, тягают, идет до того, что хотят вообще, наверное, закрыть русскую газету. Она единственная, это русская газета, которая говорит правду, как говорится, доступным русским языком. Ну, вот здесь вот наши зрители тоже могут наблюдать телефон редакции, да? Есть же телефон. Тираж примерно. Да, тираж, подписка. сайт, то есть все здесь вот есть, электронный адрес. Можете даже писать туда статьи грамотные, исторические, какие-то, может быть, репрессированные у вас были в родословне, или казаки, или крестьяне зажиточные, ссылаемые в Сибирь, на Дальний Восток. Вот у нас, например, по роду Коробейниковых, это бабушка моего родного отца, были все братья сосланы в Сибирь. Один брат был инженером металлургического комбината. Его осудили бандитские элементы. Пустили слух, что у них было золото. У них золота никакого не было, просто были грамотные, образованные. Он поднял металлургический комбинат, за него все рабочие были. И какой-то негодяй взял и убил всю семью с ребятишками. Тут приехала НКВД, или ГПУ тогда, как называлось, и сказала: самосуд мы вам не позволим сделать над этим преступником, мы его сами засудим и сделаем ему трибунал. Сейчас вот поднимаем архивы, может быть, в «Жди меня» сообщим. Это происходило в Новосибирске. Но одну родственницу дедушка привез, когда уже представился Иосиф Виссарионович Сталин, как говорится, на родную землю, село Горицы,
Добровский район Липецкой области сейчас. Липецкая область, она создана из нескольких кусочков областей в советское время. Сейчас там очень много экономических зон. Ну, мало, как говорится, таких производств, заводов, там, фабрик. Сокольский завод наполовину вышел из строя. Надо поднимать все архивы. Было бельгийское акционерное общество. Если бы бельгийское акционерное общество вернулось, то бы в евро рабочие получали бы. А вот, например, Коммунистическая партия Российской Федерации, Липецкое отделение, хочет разобраться, на каком основании такой гигант на ЛМК ушел в частные руки и за какие гроши. Но их всего лишь 4 депутата, и им очень тяжело тягаться с олигархами, с чиновниками. В царское время, с петровских времен, этот город был курорт. Приезжали не только дворяне, купцы, но и крестьяне лечились. Водичка сероводородная, лечит печенку, желудок, почки. Бювет сейчас там отреставрировали старый. Там, как и при санатории есть, по книжкам ходит. И так, по-моему, до 9 часов вечера. С 9 утра до 9 вечера. Все бесплатно. По сравнению, как с Кисловодском. Набираешь 1,5 литра, надо заплатить. Ну, можно понять, что город-курорт, надо как-то доходы брать откуда-то. Так, Сергей, ну вот для, думаю, зрителей моего канала, наверное, у зрителей моего канала могут возникнуть вопросы и даже опасения. А не попахивает ли это национализмом? Нет. Это умеренная национальная мыслящая идеология соборного, славянского, это мировоззрение. Так как мы коренные народы, мы должны знать свою историю, происхождение, как говорится, от ведических времен до христианских. Ну, то, что была революция, это уже история. Надо просто вспомнить это все, отбросить все негативы и стараться не допускать ошибок прошлого в настоящем и в будущем. Так, хорошо. И вот в начале нашей беседы ты перечислил вот эти вот беды русского народа, там обнищание, оболванивание, вымирание. Вот из всех вот этих вот бед какая наиболее, ты думаешь, вот самая такая страшная, ужасная? И не виноват ли сам русский народ в том, что с ним это происходит? Виноват, потому что отошли от своих корней, от духовности, от нравственности. Некоторые поколения вообще не посещают церковь, так как церковь сейчас в данный момент превратилась в раздвоение личности. Среди духовенства нет единства. В той же самой юрисдикции Московской Патриархии. Одни, например, за вакцинацию, другие против. Третьи предлагают, надо, говорит, при монастырях делать приюты для стариков, детские дома, интернаты, наполовину государственные, наполовину церковные. В некоторых епархиях это проходит. Ну, как это вот устройство вот таких вот домов для престарелых противоречит, ну, каким-то нормам нравственности или традициям, вот как ты считаешь? Они не противоречат. Если бы это было при церкви, все-таки там как-никак и духовность, и нравственность, и за стариками присматривали бы, и в мир иной бы отошли, их бы родственникам передали. Вот, к примеру, взять Джон Дарвиль, Свято-Троицкий монастырь Русской зарубежной церкви. Там где-то существует
приюты для стариков. И они дешевле, чем во всех штатах для простых американцев. И родственники, когда представился, конечно, не дай бог, престарел, они берут, забирают и делают погребение на русских кладбищах. И содержат их за счет церковной казны, ну и за счет родственников. Может быть, даже какие-то есть и вливания извне фонды определенные. Не все же там нищие. Понятно. Хорошо бы перенять этот опыт и у нас тут в России. И внедрить в жизнь. Понятно. А как ты считаешь, вот это вот обстоятельства, когда русский народ и другие народы, проживающие на территории Российской Федерации, подвергаются вот этим вот напастям, бедам, да, вот то, что мы там перечислили, да, обнищание, вымирание, игромания, то есть вот как бы все вот это вот такие стрелы, которые впиваются в тело русского народа, а он все это, истекая кровью, терпит и ничего не делает, выходит. Но это пассивность, она смерти подобна. Угу. Не обязательно выходить на митинги или еще на что-то. Можно делать домовые народные сходы, например, по ЖКХ, на разбитые почтовые ящики. Но неужели за счет капремонта нельзя сделать эти ящики такие вот горизонтальные, а не вертикальные? Потому что отъезжает человек в отпуск или в санаторий или еще куда-то, туда реклама, газеты складывают, все это рвется, поджигают хулиганы. Понятно. То есть ты за такую соборность даже в масштабах вот одного дома, одного подъезда, Да. одной площадки. Если дом выиграл какой-то определенный суд, если, например, лишние деньги высчитывают с квартплаты, неизвестно куда идет, на обогащение, выиграет и микрорайон, выиграет и город. Тогда и коррупции конец. Но просто надо знать, за кого голосовать, если уж идти на выборы. Те, какие помогали раньше и могут помочь простому обездоленному человеку. Да. А в чиновничий кабинет не просто попасть. Там по записи и еще под сукно могут положить твое заявление. Ну да, как правило. Так А если старший по дому будет, старший по подъезду, да если еще счетчики будут стоять на газ, на воду, и счет на дом будет, и каждый по подъезду будет смотреть, на какой ремонт сколько выделить, чтобы не грабили, как говорится, человека, до нищеты не доводили. Ну что вот, например, в Липецке, 7 или 8 тысяч квартплата. Пенсии моя мама получает 14 тысяч, отработала очень много лет. Торговым работником, в кочегарке, потом еще там кое-где, мелким предпринимателем. А стаж 14, точнее зарплата, пенсия 14 тысяч. Это хорошо, что есть садовый участок. Можно в дальнейшем и домик приобрести, подсобное хозяйство. Ну а так-то в городе одни магазины, и разве за пенсию проживешь? Да хоть и в Москве пенсионер он немного получает, но в Москве там хотя бы добавляют и федеральные, и местные. А вот в Липецке такого нет. Почему бы не сделать бесплатный проезд для инвалидов, для ветеранов, для льготников, без всяких пластиковых карточек? По всей Российской Федерации. Удостоверение личности, и чтобы там номер был, чтобы президентский стандарт, чтобы без подделки. Раз в год самолет для отдыхающих, лечащихся. Раз в год поезд. На электричку дали бесплатно. А что на электричка? В Москву ехать через Рязань или в Воронеж
но часто не поездишь. С какой целью? Если так достопримечательности посмотреть или приобрести что-то. Мгм. Так, ну, в общих чертах мы тему нашу исчерпали в целом. Да, ну как бы коротко, но мы Да. то, о чем хотели сказать и заявить, и про газету мы рассказали. Теперь давай вот на вопросы. Вопросов у нас поступило совсем немало, вернее, немного. Вот, значит, Пассатижи, ну это так его ник, А, вот, он написал, выросли в Советском Союзе, а теперь поливают его грязью. Вот как бы ты это отпарировал? Но грязью никто его не поливает. Это может быть какие-то отпетые негодяи. Я же говорил, надо всю грязь отбросить, все ошибки прошлого осмыслить, не допускать его на данном этапе и в будущем. Взять, как говорится, из царского строя что-то, столыпинские времена, взять Врангеля, крестьянские банки в Крыму открывались. В советское время что-то было, стабильность какая-то. Дефицит был продовольствия, но это понятно, потому что тянули все республики. Буквально все. У них было, может быть, все там, и гитары, и продовольствие, и мясо, и все это. Но взять, например, хрущевское время. Ну что там? Была демонстрация в Новочеркасске. Требовали пайки, и немножко шахтеры требовали добавить зарплату. Очень тяжелая работа была. Но было такое, что даже стреляли, были и убитые, и раненые. Но это абсурд, это геноцид. Вот этих ошибок не надо допускать, как говорится, в будущем и в настоящем. Взять, к примеру, Саудовскую Аравию. Это показывали и в интернете было, и по телевидению. Семья молодая арабов женится, им 50% дают на машину. Покупают они, конечно, хорошие машины, дорогостоящие. 50% они сами платят. Для многодетных есть специальные магазины со скидкой. 14 центов стоит бензин. Никакой квартплаты. Ну, может быть, за исключением, я точно не знаю, может быть, за свет там выплачивают какие-то копейки. Может быть, за воду, потому что воду там добывают чуть ли не из воздуха, из недр. Ну, король Саудовской Аравии, самый богатейший человек в мире. Он сделал такой, как бы, монархосоциализм, если уж на то пошло. Ну, в арабском, как говорится, в исламском таком культурном понимании. Чтобы он хорошо жил, и также жили его подданные, хорошо и безбедно. Вот неплохо было бы, чтобы и у нас такие были законы и правила. За подделку лекарств там смертная казнь, например, есть. И практически их там уже никто не подделывает. Нет смысла. Да. А у нас хотя бы ввели бы за убийство детей смертную казнь. Потому что и пропадают, и что происходит, непонятно. Да, ну вот последний случай, 2 девочки погибли. Ну и, наверное, все. Вот 30 минут мы с тобой поговорили, и, в общем-то, мы, я думаю, так уложились, чтобы не слишком напрягать наших зрителей. Если какие-то вопросы будут, то Сергея можно найти в Одноклассниках, у него есть свой аккаунт. Лучше в контактах. Или ВКонтакте. В контактах Сергей Ушков, 50 лет, город Липецк. Да. Ну и все, наверное, да, друзья мои. Спасибо, других вопросов больше нет. И спасибо вам за внимание. Это был канал Альбатрос, и у меня на канале был гость канала, подписчик газеты «Русский вестник» и подписчик моего канала Сергей Ушков из Липецка. Знаемся мы уже больше 5 лет. Да. Познакомились по интернету, по Одноклассникам.
когда Александр Полтинник жил в Чите. И Да. потом встретились А потом, здесь, в да, Анапе. здесь в Анапе встречались уже неоднократно. Больше 5 раз. Практически каждый отпуск. Каждый год. Каждый год, да. По несколько раз. Да, и даже участвовали в съемках наших Роликов. юмористических и вполне серьезных роликов. Да, это можно найти тоже на моем канале. Ну все, друзья, пока. До новых встреч.